Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаю снимать видео, как сделать двойной шов. Или его часто называют французский шов. Я показываю вот этот образец. Мы сделали первый шаг в первом видео. Прострочили, сделали строчку вдоль среза, отступив на 0,7 сантиметра. Я специально оставила булавочки для того, чтобы вы видели, что строчить можно на машинке с булавками в ткани. Только вот такого образца желательно, а не с ушками изогнутыми, более тонкие и с более прочного материала изготовлены, металла. Если кто боится, можно просто наметать перед тем, как сделать строчку на машинке. Второй шаг я сейчас показываю. Мы первую строчку прострочили от среза на расстоянии 0,7 сантиметра. И второй шов, то есть мы делали по лицу. Второй шов мы будем делать по изнанке. И если мы хотим, то есть по изнаночной стороне, и если мы хотим, чтобы наш шов второй был, скажем так, значительно меньшим, на меньшем расстоянии сделанный от первой строчки, для этого мы подрезаем наш срез, который мы сделали на 0,7 сантиметра, подрезаем, чтобы у нас припуск остался всего лишь 0,3 сантиметра от нашей строчки. Я специально оставила его, до конца не дорезала, то есть я вдоль среза отрезаю лишнее, здесь где-то будет составлять 0,2-0,3 миллиметра. То есть не 0,3, а 3 миллиметра или 0,3 сантиметра, да, если правильно выражаться. Я отрезаю вдоль среза. И у меня от шва, который я проложила, припуск будет составлять 0,3 или 0,5. Все зависит от того, насколько я захочу припуск уменьшить. Я его отрезаю. И сейчас я иду на утюг и буду разглаживать припуски двух деталей в разные стороны. Чтобы припуск нам было удобно разгладить в разные стороны, первое движение, которое мы делаем утюгом, мы две детали оставляем сложными друг с другом и проглаживаем наш припуск сначала вот такими движениями. Следующая наша операция – это мы разутюживаем припуски в разные стороны. Вот таким движением разложили их и вместе, то есть с паром, чтобы утюг желательно был с паром, или сбрызнуть слегка водичкой, мы разглаживаем их в разные стороны. Все это делается по лицевой стороне. Только необходимо быть очень аккуратными, чтобы на вашей ткани не осталось ласов, то есть блеска от вашего утюга. Все зависит от качества утюга и от качества ткани. Обязательно необходимо проверять на кусочки. Следующее мы что делаем после того, как мы разутюжили в разные стороны наши припуски. Для чего мы это делали? Когда мы разутюживаем припуск в разные стороны, нам легче потом при складывании ткани лицо с лицом друг к другу, когда мы складываем, нам легче выловить вот этот шов, я ближе покажу, который у нас уже прострочен по лицевой стороне. Теперь нам надо сложить ткань лицом к лицу с друг другом и сложить таким образом, чтобы этот шов, который первый проложенный, он у нас был четко на сгибе. И уже от этого сгиба мы будем делать строчку на расстоянии 0,7
сантиметра. Для чего мы делаем это? Для того, чтобы когда мы прострочим по изнаночной стороне, у нас наш срез окажется не виден со стороны лица. И поэтому в зависимости от этого, на каком расстоянии у вас была проложена первая строчка по лицевой стороне, вы должны сделать вторую строчку по изнаночной стороне на миллиметра на 2 больше от сгиба, чем у вас была проложена строчка по лицевой стороне. И таким образом срезы будут, скажем так, запакованы и не видны с лицевой стороны, но будет красивый вид изделия и с изнаночной стороны, и с лицевой стороны. Сейчас я прокалываю булавочками и делаю последнюю строчку по изнаночной стороне. И последний шов уже я сделала на машинке. Булавочки я убрала. И мы сейчас посмотрим, что у нас получается с лицевой стороны. С лицевой стороны у нас получается красивый шов. И не видно нашего шва, который мы строчили. То есть не видно срезов от шва, который мы строчили по лицевой стороне. Обязательно сейчас мы вот таким образом я показываю ближе. То есть наш срез запакован, то есть последней строчкой по изнаночной стороне. И мы имеем красивый вид как с изнанки, так и с лицевой стороны. И последнее, что осталось, это пойти сейчас на утюг и приутюжить вот эти припуски, чтобы они не имели такую немножечко, как, скажем так, воздушность, да, какую-то, чтобы они были у нас гладкие, ровные. И что имеется в виду, что еще любую строчку, какую бы вы ни проложили на машинке, ей необходима влажно-тепловая обработка. То есть обязательно пройтись утюгом вдоль этого шва. Тогда ваше изделие всегда будет иметь очень красивый и качественный вид. Всем всего доброго. До свидания. И в конце видео хочу показать конечный результат полученного изделия. Вот в таком виде он имеет уже, когда мы произвели влажно-тепловую обработку с лицевой стороны и с изнаночной стороны. Вот такой у нас шов красивый получается. Можно использовать как для белья изготовления, так же для изделий, особенно шифоновых или тонких тканей.